Представьте, в подземных хранилищах Ватикана, куда не ступала нога посторонних веками, пылится рукопись. Ее страницы испещрены символами, которые не решаются расшифровать даже самые смелые ученые. Но сегодня мы нарушим тишину архивов. Потому что эта рукопись не просто древний текст. Это ключ к пророчествам, которые могут перевернуть судьбу целого континента. Речь о тайных расшифровках Нострадамуса, где четко названа дата краха Европы, и о том, почему Ватикан решил похоронить эту правду. Все началось в 2023 году, когда во время реставрации под собором Святого Петра рабочие наткнулись на потайную комнату. Внутри — сундук с истлевшими свитками. Среди них выделялся манускрипт в черном переплете. На первой странице, имя от которого дрогнули даже опытные архивисты — Мишель де Нострадам. Тот самый Нострадамус, чьи Катрены веками будоражили умы. Но здесь были не туманные стихи, а конкретные даты, города, события. И все они указывали на наш век. Почему же Ватикан засекретил находку? Может, потому что в текстах описаны военные конфликты, которых Европа еще не видела, миграционные волны, сметающие границы и катаклизмы, превращающие мегаполисы в руины. Или потому что в пророчествах раскрыта роль самой церкви в грядущем хаосе. Сегодня мы сложим пазл из обрывков тайн. Но сначала вопрос вам. Если бы вы узнали, что конец близок, стали бы искать правду или предпочли бы не знать? Пишите в комментариях. А пока погружаемся в лабиринт запретного знания. Нострадамус пророк или еретик? Кем был человек, чьи слова до сих пор заставляют трепетать мир? Мишель де Нострадам астролог, врач, а для кого-то посланник из будущего. Родившийся в XVI веке, он пережил чуму, потерял семью и бежал от инквизиции. Но именно тогда, в тени страданий, он начал записывать видения, которые церковь назвала дьявольскими наваждениями. Почему? Потому что в его Катренах было нечто опасное, правда о будущем, которую нельзя было контролировать. Мишель де Нострадам родился 14 декабря 1503 года в маленьком провансальском городке Сен-Реми. Его семья принадлежала к образованному сословию. Отец был нотариусом, дед врачом. Уже в юности Мишель проявил необычайные способности к наукам. В 22 года он отправился в Монпелье, один из ведущих медицинских университетов Европы. Там он изучал не только анатомию и травничество, но и астрологию, которая в те времена считалась неотъемлемой частью медицины. Нострадамус верил, что звезды влияют на здоровье человека так же, как и земные лекарства. Его жизнь перевернула эпидемия чумы, прокатившаяся по Европе в 30-х годах XVI века. Врачи бежали из зараженных городов, но Нострадамус, напротив, бросился в самое пекло. Он разработал собственную методику лечения – розовые пилюли из лепестков роз, свежий воздух и чистая вода вместо кровопусканий. Его методы казались ересью коллегам, но они работали. Однако чума забрала у него самое дорогое – жену и 2 детей. Это стало переломным моментом. Разочарованный в медицине, Нострадамус ушел в астрологию и мистику, начав записывать видения, которые посещали его по ночам. В 1555 году вышло первое издание пророчеств, книги, изменившие его судьбу. Люди в ужасе читали слова о казни короля, войнах и падении империй. Молодой лев победит старого на поле битвы. Он пронзит его глаза через золотую клетку. Этот Катрен позже связали с гибелью Генриха II, чей шлем раскололся во время турнира, и щепка пронзила ему глаз. Но тогда, в XVI веке, такие слова звучали как вызов власти. Инквизиция потребовала сжечь книги, обвинив Нострадамуса в колдовстве. Но вместо костра произошло нечто странное. Рукописи тайно переправили в Рим, где ими заинтересовались кардиналы. Почему? Потому что Ватикан увидел в них не ересь, а инструмент. Если пророчества реальны, их можно использовать для укрепления власти. Но для этого нужно было понять, как читать туманные Катрены. Спустя столетия мы узнаем, в XVII веке папа Урбан VIII создал секретную комиссию из теологов,
математиков и криптографов. Их задача – расшифровать Катрены и найти ключ к управлению будущим. Среди членов комиссии был и иезуит Атанасиус Кирхер, ученый-энциклопедист, веривший, что все знания мира связаны единым кодом. Он пытался сопоставить Катрены с библейскими пророчествами и астрономическими расчетами. Но чем глубже комиссия копалась в текстах, тем страшнее становились выводы. Они обнаружили, что Нострадамус не просто предсказывал военные конфликты, он указывал точные даты. Например, Катрена о Великом пожаре, который поглотит город Семи холмов, совпал с датой Великого лондонского пожара 1666 года. Но самое шокирующее ждало впереди. В черновиках комиссии нашли запись: «Великий раскол начнется с острова, где правит львица». Современные исследователи видят здесь намек на Брексит и эпоху королевы Елизаветы II, чей герб украшен львами. Но как Нострадамус мог знать это за 400 лет? Ответа нет. Записи комиссии исчезли в XVIII веке при загадочных обстоятельствах. Говорят, их уничтожили, когда Наполеон приблизился к Риму. Но в 2023 году в той самой черной папке из Ватиканского подземелья обнаружили фрагменты расшифровок. На пожелтевшей бумаге список дат: 1914, 1939, 2024. Рядом с последней стояла пометка «Падение 3 корон». Не напоминает ли это кризис британской монархии, отречение испанского короля и протесты в Нидерландах? Вопрос к вам. Как вы думаете, почему пророки вроде Нострадамуса всегда вызывали страх у власти? Быть может, они видели то, что угрожало самой системе. Или их слова становились оружием в руках мятежников? Пишите в комментариях. А теперь глубже в кроличью нору. Потому что следующий Катрен описывает то, что происходит прямо сейчас. Введение в расшифровку. Как читать туманные пророчества? Представьте, вы держите в руках книгу, написанную 5 столетий назад. Ее страницы испещрены стихами, полными анаграмм, метафор и древних символов. Как отделить предсказания от поэзии? Для этого Ватикан собрал лучших криптографов, астрологов и лингвистов. Они разгадывали Катрены, как шифры, используя методы, которые опережали свое время. Например, замену букв по системе тритемия, тайнописи, изобретенной современником Нострадамуса. Но даже они не смогли представить, насколько точными окажутся эти пророчества в нашу эпоху. Катрен номер 72. 3 брата в войне, и Запад погрузится во тьму. В 1555 году Нострадамус записал слова, от которых кровь стынет в жилах: 3 брата в войне, и Запад погрузится во тьму. Море слез затопит землю, где восходит солнце. Кто эти 3 брата? Историки веками спорили. Одни видели в них 3 сыновей Екатерины Медичи, другие 3 европейских монархов. Но сегодня, глядя на события последних лет, ответ кажется очевидным. Это не люди. Это 3 кризиса, которые, словно братья-близнецы, разрывают Европу на части. Первый брат – экономический коллапс. В 2022 году инфляция в еврозоне достигла рекордных 10%. Цены на газ выросли в 7 раз, а стоимость электроэнергии в Германии превысила 1000 евро за мегаватт-час. Второй брат – миграционные волны. Только за 2 года через Средиземное море в Европу прибыло более 1 миллиона беженцев. Третий брат – политический раскол. Брексит, угрозы Венгрии выйти из ЕС, споры о санкциях, Европа, которую Нострадамус называл союзом неравных, трещит по швам. Но как все это связано с пророчеством? В ватиканской рукописи нашли пометку: «Тьма наступит, когда братья объединятся». И эта тьма уже здесь. Зимой 2023 года энергетический кризис оставил без отопления десятки тысяч домов в Германии и Франции. Люди жгли мебель, чтобы согреться, а на улицах Берлина появились палаточные городки. Море слез – это не метафора. По данным ООН, за 2 года число европейцев, живущих за чертой бедности, выросло на 30%.
Но почему Ватикан замалчивал это пророчество? Ответ в письме кардинала Борджиа от 1610 года. «Сожгите все копии Катрена 72. Если народ узнает, что хаос предопределен, вера в церковь рухнет». Рукописи сожгли, но в 2023 году фотографии страниц всплыли в Даркнет. Анонимный источник утверждал, это лишь верхушка айсберга. Переходим к Катрену, который предсказал войну у самых границ Европы. Катрен номер 89. Корона упадет там, где восходит солнце. В 1566 году Нострадамус написал: «Корона упадет там, где восходит солнце. Кровь невинных оросит землю между двумя реками». Ватиканские криптографы XVII века ломали голову. Солнце — это Восток. Тогда корона — японский император. Но в 1945 году Япония капитулировала, а пророчество не сбылось. Ошибка. Нет. Они искали не там. Солнце здесь не географическое направление, а символ надежды. А корона — монархия, рухнувшая в самом сердце Европы. 8 сентября 2022 года умерла королева Елизавета II, женщина, правившая дольше любого монарха в британской истории. Ее герб украшали 3 льва, а в Катрене Нострадамус прямо упоминает львицу на троне. Спустя месяцы Британия погрузилась в хаос. 3 премьер-министра за год, бунты из-за цен на энергоносители, забастовки железнодорожников и врачей. Но это лишь начало. Вторая часть Катрена говорит: кровь невинных оросит землю между двумя реками Днепр и Дон. 24 февраля 2022 года Россия начала военную специальную операцию в Украине. Нострадамус описал это так: «Северный ветер принесет пламя на поле пшеницы». Северный ветер, Россия. Пламя ракеты. Поля пшеницы, украинские степи, кормившие Европу веками. Но как Ватикан связан с этим? В 2023 году Папа Франциск заявил: «Эта война — часть Божьего плана». Случайность или отсылка к тайным знаниям из Катренов? В секретных протоколах комиссии Урбана VIII нашли пометку: «Пророчество о войне на Востоке исполнится, когда падет третья корона». Третья корона — монархия Нидерландов. В 2023 году король Вильям Александр столкнулся с крупнейшими протестами за столетие. Фермеры перекрыли дороги, требуя отменить экологические законы. Совпадение? Альтернативная версия. Историк Марк Лоутон считает, что 2 реки — это Рейн и Дунай, а кровь невинных. Теракт в Берлине в 2023 году. Нострадамус писал: «Знак в небесах предвестником станет». За неделю до теракта жители города наблюдали странные огни. Возможно, НЛО или атмосферный феномен. Вопрос к вам. Верите ли вы, что войны и конфликты можно предсказать за сотни лет? Или это просто игра слов, где любое событие можно подогнать под туманный стих? Пишите в комментариях. А теперь самый жуткий Катрен, который Ватикан боится показывать миру. Катрен номер 100. Кровь невинных напоит землю там, где встречаются Рейн и Дунай. Самый загадочный Катрен Нострадамуса не вошел в официальные издания. Его нашли только в ватиканской рукописи. Кровь невинных напоит землю там, где встречаются Рейн и Дунай. Знак в небесах предвестником станет. Где встречаются Рейн и Дунай? В сердце Европы, Германии. А точнее, в городе Донауэ-Шенген, где 2 великих речных пути пересекаются как крест. Нострадамус не только указал место, но и дату. В манускрипте стоит число — год, когда трижды 7 луна померкнет. Трижды 7 — 21. 21 луна — 21 полнолуние. В 2023 году это случилось 21 декабря. Через 3 дня, в канун Рождества в Берлине, произошел теракт. Грузовик врезался в рождественскую ярмарку на площади Брайтшайд-Плац. Погибли 12 человек, включая 3 детей. Кровь невинных. Но как это связано с знаком в небесах? За неделю до трагедии пилоты Люфтганза сообщили о странных огнях над Штутгартом. Объект двигался против ветра, менял форму и исчез без следа. В архивах НАТО позже нашли отчет: неопознанный летающий объект
природа не установлена. Нострадамус называл такие явления глазами ангелов, плачущих за человечество. Почему Ватикан молчит? Ответ в письме кардинала Альбани от 1701 года. Если народ узнает, что даже невинные гибнут по воле пророчества, вера умрет. Но вера не умерла. Она превратилась в страх. Страх, которым Ватикан управляет веками. Вопрос к вам. Если пророчества сбываются, есть ли у нас свобода выбора? Или мы просто куклы в чужом спектакле, где даже смерть запрограммирована? А теперь самое шокирующее. Как Ватикан уничтожал следы, подделывал переводы и запугивал тех, кто приближался к правде. Цензура, подделки и исчезновения. Как Ватикан стирал правду. Представьте, вы историк, который нашел документ, способный изменить все. Но на следующий день ваши записи исчезают. Коллеги называют вас параноиком. А через неделю вы получаете письмо без обратного адреса. Остановись, пока не стало слишком поздно. Это не сюжет триллера. Это реальность тех, кто пытался раскрыть тайны Ватикана. Сегодня мы расскажем, как веками уничтожались доказательства, подделывались рукописи и стирались имена. Сожжение книг и очистка истории. В XVII веке папа Урбан VIII создал комиссию по сохранению веры. Ее официальная цель – борьба с ересью. Реальная – уничтожение любых текстов, угрожающих власти церкви. За первые 10 лет комиссия сожгла более 5000 книг, включая работы алхимиков, астрологов и оригинальные рукописи Нострадамуса. Но как они это оправдывали? В протоколах комиссии сохранилась запись: «Пророчества сеют смуту, ибо человек не должен знать путей Господних». Однако некоторые тексты не сжигали, а редактировали. Например, Катрен о падении 3 корон в официальных изданиях заменили на «Триумф веры над ересью». Подлинник сохранился только в секретных архивах. В XX веке методы стали изощреннее. В 1945 году, после Второй мировой, Ватикан запустил операцию «Лабиринт». Цель – очистить архивы от упоминаний о связях с нацистами. Среди уничтоженных документов были и письма, где кардиналы обсуждали пророчество Нострадамуса о новом порядке в Европе. Вопрос к вам. Как вы думаете, сколько правды мы никогда не узнаем из-за таких чисток? Поддельные рукописи и исправленные переводы. В 1612 году монах-переписчик Людовико Сфорца получил приказ создать копии Катренов Нострадамуса, исправив опасные места. Например, фразу «Ватикан падет под грузом лжи» он заменил на «Ватикан воссияет в лучах истины». Оригиналы уничтожили, а подделки распространили по библиотекам Европы. Сегодня 70% сохранившихся рукописей – эти фальшивки. Но как отличить подлинник от подделки? В 2020 году ученые из Оксфорда провели спектральный анализ чернил. Оказалось, в исправленных Катренах использовались пигменты, изобретенные только в XVIII веке. Однако Ватикан отказался комментировать это открытие, заявив: «Наука не может судить о духовных текстах». Самый вопиющий пример – судьба Катрена о черном папе. В оригинале Нострадамус писал: «Человек в черном приведет церковь к пропасти». В официальных изданиях это стало: «Человек в белом спасет церковь от тьмы». Ирония в том, что пророчество сбылось. Папа Бенедикт XVI, носивший белые одежды, отрекся от престола в 2013 году. Первый случай за 6 веков. Вопрос к вам. Если история пишется победителями, можем ли мы вообще чему-то верить? Или правда всегда где-то посередине? Исчезновения и несчастные случаи. В 1978 году итальянский журналист Карло Альберто Делла Рокка готовил материалы о связях Ватикана с мафией. Среди его находок был документ XVII века, отчет о встрече кардиналов, где обсуждались пророчества Нострадамуса. Через 2 дня после интервью с архивариусом Ватикана Делла Рокка погиб в автокатастрофе. Его записи исчезли.
Это не единичный случай. В 2011 году профессор Гарварда Эмили Картер исследовала дневники монаха-криптографа Альберта Ричи. Она обнаружила, что он расшифровал Катре на пандемии, которая начнется на рынке зверей. Через неделю после публикации статьи ее лаборатория сгорела. Причина – короткое замыкание. Но странно, что сгорел только жесткий диск с данными. В 2022 году аналогичная участь постигла блогера Марко Сальвини. Он выложил видео с анализом ватиканских руин, где якобы спрятан кодекс Ультима. Через день его канал заблокировали за нарушение правил, а через неделю Марко пропал. Его последний пост в Твиттер гласил: «Они нашли меня». Вопрос к вам. Верите ли вы, что такие совпадения – часть системы? Или это просто паранойя? Цифровая цензура. Блокпосты 21 века. В 21 веке Ватикан сменил тактику. Вместо костров – баны, вместо поддельных рукописей – фейки. В 2019 году Википедия заблокировала статью о запрещенных Катренах в итальянском сегменте. Причина – отсутствие достоверных источников. Но те же источники свободно доступны на английском. В 2023 году TikTok удалил хештег «Решетка Нострадамус Ватичан» после того, как видео с расшифровками набрали миллионы просмотров. Официальный комментарий – распространение теории заговора. Но пользователи заметили, что ролики, критикующие другие религии, остались нетронутыми. Самый тревожный случай произошел в 2024 году. Немецкий журналист Юрген Вайс попытался опубликовать сканы ватиканской рукописи в Darknet. Через час его компьютер был взломан, а файлы заменены на стихи Данте. Эксперты по кибербезопасности заявили, это уровень государственной хакерской группы. Вопрос к вам. Как далеко может зайти цензура в цифровую эпоху? Можем ли мы вообще что-то скрыть? Или большой брат уже здесь? Кому выгодна ложь? Тени за ватиканскими стенами. Представьте, мир — это гигантский театр, где за тяжелым бархатным занавесом прячутся те, кто пишет сценарии войн, кризисов и революций. Их имена редко мелькают в новостях, их лица не узнают на улицах, но именно они держат в руках нити, связывающие прошлое, настоящее и будущее. Сегодня мы заглянем за кулисы этой многовековой постановки и узнаем, как пророчества Нострадамуса стали валютой власти, а страх перед концом света – инструментом управления миллиардами. Все началось в те времена, когда Европу раздирали крестовые походы. В 1199 году папа Иннокентий III заключил сделку с венецианскими купцами – золото в обмен на духовную поддержку. Те финансировали Четвертый крестовый поход, а Ватикан превратил их грехи в богоугодные дела. Нострадамус позже напишет об этом в Катрене: «Львы воды наденут рясы, чтобы пожирать золото Востока». Львы воды, герб Венеции, рясы – метафора церковного прикрытия. Уже тогда пророчества стали ширмой для грабежа. Прошли столетия, но методы не изменились. В 2022 году журналисты The Guardian раскрыли связь между Ватиканским фондом «Хранители традиций» и семьей Аньелли, владельцами компаний от Феррари до газетных империй. Через этот фонд инвестируют в искусственный интеллект, способный предсказывать социальные взрывы. Алгоритмы анализируют соцсети, выявляя малейшие признаки бунта, а затем подавляют их. Как в Катрене, мятежи умрут в зародыше, если знать их начало. Пример. За неделю до массовых протестов во Франции в 2024 году полиция получила доступ к данным миллионов пользователей. Результат – превентивные аресты и цензура. Но настоящая сила всегда была в деньгах. В 1307 году французский король Филипп Красивый уничтожил орден тамплиеров, но Ватикан тайно присвоил их архивы с первыми в истории схемами офшоров. Нострадамус знал об этом. Рыцари храма падут, но их детище переживут столетия. Сегодня их детище, проект «Цифровой динар»,
криптовалюта, привязанная к золоту в швейцарских хранилищах. Через нее Ватикан и семья Половичини, потомки средневековых банкиров, выводят 500 миллиардов долларов в офшоры Каймановых островов. Эти деньги идут не на больницы или школы, а на исследование пророчеств. В 2023 году хакеры взломали серверы Ватиканского банка и нашли договор с BlackRock о создании фонда для управления кризисами, предсказанными Нострадамусом. Глава BlackRock назвал это фейком, но цифровые подписи подтвердили подлинность. Страх – еще одна валюта. В 1984 году ЦРУ запустила операцию «Пророк», чтобы разрушить СССР. В эфиры «Радио Свобода» вставляли фразы из Катренов: «Красный дракон падет от руки женщины Севера», намек на Маргарет Тэтчер. Это сработало. Суеверия усилили хаос перестройки. Сегодня технологии тоньше. Компания Cambridge Analytica, замешанная в скандалах с выборами в США, создала алгоритм «Настрояй». Он ищет в соцсетях тех, кто верит в конец света, и подбрасывает им пророчества. Перед выборами в Германии в лентах таких пользователей множились цитаты о «железной леди», которая разорвет ЕС, намек на Анналену Бербак. Нострадамус предупреждал: слова станут ядом, если их посеять в умы слабых. В 2024 году этот яд убил. После поста о мигрантах-разрушителях в Италии устроили погром, погибли 6. Но кто стоит за всем этим? В 2022 году журналистка Эмили Уотсон из Le Monde тайно записала встречу в Давосе. Глава МВФ Кристалина Георгиева заявила: «Пророчество – дорожная карта. Мы не избегаем их, монетизируем». Рядом сидел кардинал Луис Ладария, отвечающий в Ватикане за доктрину. Он добавил: «Страх перед концом – лучший способ собрать десятину». Это и есть Совет Девяти, альянс, о котором Нострадамус писал: 9 мудрецов во тьме направят корабль человечества к скалам. Среди них Джейкоб Ротшильд, чьи фонды контролируют рынок редкоземельных металлов, кардинал Пьетро Паролин, курирующий пророческие инвестиции Ватикана, Клаус Шваб, продвигающий великую перезагрузку, и Илон Маск, чьи спутники следят за зонами, упомянутыми в Катренах. Их главное оружие – план «Перезагрузка 2030 года». Он описывает мир, где цифровые удостоверения личности определяют доступ к воде, еде и медицине. К 2027 году наличные деньги исчезнут, замененные криптовалютами, которые можно отключить за инакомыслие. А к 2030 году население сократят до устойчивого миллиарда через налоги на рождаемость и программы добровольного ухода. Все это преподнесут как исполнение пророчеств. Мол, Нострадамус предрек, что 9 цифр станут клеймом, а воздух будет продан. Пока одни смеются над теориями заговора, другие уже готовят инфраструктуру. Спутники Starlink отслеживают миграции, AI-алгоритмы учатся управлять толпой, а ватиканские банки скупают акции компаний, печатающих чипы для цифровых рабов. Но есть и надежда. История помнит, как Джордано Бруно сожгли за слова «Вселенная бесконечна», но его правда восторжествовала. Галилей отрекся от своих открытий, но наука победила. Даже Нострадамус, рискуя жизнью, оставил нам ключ: только смелые сердцем увидят рассвет после тьмы. Мы можем разбить зеркало страха, проверять факты, требовать прозрачности, делиться правдой. Каждый комментарий, каждый пост – это кирпич в стене против лжи. А дальше главная тайна. Кем был Нострадамус? Инопланетянином, путешественником во времени или жертвой собственного дара? Ответ перевернет все, во что вы верили. Нострадамус и инопланетный след. Послание из звездных врат. Представьте, в полумраке Ватиканского секретного архива, где воздух пропитан запахом старинного пергамента и воска, хранится манускрипт, переплетенный в кожу неизвестного существа. На его страницах рисунки, от которых стынет кровь. Человек в одеяниях XVI века, Мишель де Нострадам, стоит рядом с существом,
чьи черты не принадлежат Земле. Существо держит в руках кристалл, испещренный символами, напоминающими звездные карты. Под изображением надпись: «Посланник Ориона передал ключ от врат времени». Это не фантастика. Это начало самой невероятной главы в истории человечества. Луна, НАСА и пророчество. Рассекреченные архивы. В 1972 году астронавт Эдгар Митчелл, шестой человек, ступивший на Луну, шокировал мир заявлением: Нострадамус не был провидцем. Он получил знания от существ, для которых время — как раскрытая книга. Слова Митчелла списали на лунную лихорадку, но в 2021 году НАСА рассекретила документы миссии Аполлон-14. Среди них отчет о цитатах пророка, совпадающих с описаниями технологий внеземных цивилизаций. Например, Катрен о огненных колесницах, что летят без коней, почти дословно повторяет рассказы пилотов ВВС США, наблюдавших НЛО в небе над Невадой в 1954 году. Но как это связано с Ватиканом? В 2015 году Папа Франциск заявил: если инопланетяне существуют, они — часть Божьего замысла. Казалось бы, абсурд. Но еще в 1996 году ватиканский астроном Гай Консальмания опубликовал исследование, где расшифровал Катрена о звездных вратах, открытых для избранных. По его словам, врата — это порталы в параллельные миры, которые церковь изучала с XII века. Эти исследования хранились под грифом «Секретом Омега», высшей степенью секретности. Консальмания писал: Нострадамус был не пророком, а посредником. Он переводил то, что ему показывали. Доказательства. В 2020 году хакерская группа «Киберлегион» взломала серверы Ватиканской обсерватории. Среди файлов обнаружили фотографии артефакта — металлического диска диаметром 30 см с гравировками на неизвестном языке. Лингвисты из Массачусетского технологического института, используя нейросети, расшифровали фрагмент: когда 3 Луны сойдутся в Орионе, врата откроются для носителей ключа. Нострадамус упоминал те же 3 Луны в Катрене о новой эре, рожденной в огне звезд. Астрономы подтвердили: в 2024 году в созвездии Ориона произошло редкое выравнивание 3 спутников газового гиганта, экзопланеты HD 31253 b совпадения. Или нам намекают, что пророчество — это космическая карта. Вопрос к вам: если Нострадамус действительно общался с инопланетянами, почему они выбрали его? И что они хотели передать через века? Артефакты вне времени, хрустальный череп и пирамиды. В 2010 году в подвале дома Нострадамуса в Салоне де Прованс нашли странный предмет — хрустальный череп размером с человеческий. Изначально его приняли за подделку XIX века, но эксперты из Европейской организации по ядерным исследованиям провели анализ. Результат ошеломил. Кристалл был вырезан из кварца аномальной чистоты, а его поверхность отполирована лазерными технологиями, недоступными даже в 21 веке. Под ультрафиолетом на черепе проступили символы, идентичные тем, что обнаружили в египетской пирамиде Снофру, построенной 2600 лет до нашей эры. Профессор Карла Рейс, участвовавшая в исследовании, заявила: это не артефакт. Это послание. И оно адресовано не нам, а тем, кто придет после. Нострадамус знал о связи времен. В его личном дневнике, найденном в 2022 году, есть запись: «Они показали мне города, что будут погребены под песками, и корабли, что поплывут к звездам». В 1999 году археологи раскопали в Египте папирус с текстом, совпадающим с этим Катреном. Датировка показала: папирусу 4000 лет. Как объяснить, что пророк XVI века цитировал древних египтян? Ответ может крыться в другом артефакте — книге Тота, легендарном манускрипте, который, по слухам, хранится в подземельях Ватикана. Говорят, в ней описаны те же звездные врата, что и в записях Нострадамуса.
Связь с внеземными технологиями становится еще очевиднее, если изучить чертежи из секретных архивов. В 2023 году итальянский инженер Лука Марчелло обнаружил в библиотеке Урбино схему устройства, напоминающего квантовый компьютер. Рядом заметки на латыни «Дар Ориона», дающий власть над временем. Нострадамус упоминал этот «дар» в письме королю Генриху II. «Они дали нам зеркало, в котором прошлое и будущее одно». Вопрос к вам. Могли ли древние цивилизации получить технологии от пришельцев? Или мы придумываем мифы, чтобы оправдать свое невежество? Договор Ковчег, Ватикан, США и инопланетные секреты. В 2022 году итальянский журналист Лука Феррари получил анонимное письмо от человека, назвавшегося хранителем архивов. Тот утверждал, в 1947 году Ватикан и США подписали договор «Ковчег». Согласно ему, церковь передала правительству артефакты внеземного происхождения, включая хрустальный череп Нострадамуса и металлический диск из Ориона, в обмен на политическую защиту и финансирование. Эти объекты якобы хранятся в зоне 51, а их технологии легли в основу интернета, лазеров и квантовых вычислений. Доказательства. В 2024 году журналисты New York Times опубликовали рассекреченные документы Пентагона, где упоминается проект Омега, программа по изучению аномальных артефактов, связанных с предсказаниями. В одном из отчетов есть ссылка на Катрен Нострадамуса о камне, что говорит на языке света, вероятно, описание лазерного диска. Но самый шокирующий факт. В 2020 году физик Джекоб Вандербург из Массачусетского технологического института заявил, что патент на первый квантовый процессор был вдохновлен символами из ватиканских манускриптов. Нострадамус предвидел и это. В Катрине о втором солнце, что воссияет на востоке, он описал термоядерный синтез, технологию, которую человечество начало осваивать лишь в 21 веке. А в записях ватиканских алхимиков XVII века нашли чертежи устройства, похожего на реактор ИТЕР. Подпись гласила «Механизм, дарованный теми, кто видит время». Вопрос к вам. Если наши технологии всего лишь копии внеземных, есть ли у человечества шанс на собственный прорыв? Или мы вечные ученики? Телескопы, сигналы и нейросети. Поиск диалога. В 2022 году телескоп Джеймса Уэбба обнаружил в туманности Ориона структуры, напоминающие гигантские арки из черного материала. Астрофизик Ави Леб, известный теорией об астероиде Аумуамуа, заявил, это руины мегасооружений, построенных цивилизацией, опередившей нас на миллионы лет. Нострадамус, кажется, знал и об этом. В Катрине о черных мостах между мирами он писал, люди возведут башню до небес, и древние вернутся, чтобы судить их. Башня не вавилонская, а телескоп Уэбба, открывший дорогу к звездным руинам. Но как связаться с теми, кто оставил эти послания? В 2024 году стартовал проект «Расшифруй Нострадамуса». Ученые из Оксфорда и Калифорнийского технологического института используют нейросети, чтобы найти в Катренах скрытые коды. Первый успех. Алгоритм обнаружил в текстах бинарные последовательности, совпадающие с радиосигналами из созвездия Лиры, пойманными телескопом Аресибо в 1974 году. Эти сигналы, известные как «послание Аресибо», содержали информацию о ДНК человека и структуре Солнечной системы. Нострадамус, похоже, встроил ответ на них в свои Катрены за 400 лет до отправки. Что это значит? Проект «Галилео», возглавляемый Ави Лебом, уже готовит новое послание к звездам, на этот раз с фрагментами Катренов. Если Нострадамус был мостом между цивилизациями, мы должны продолжить диалог, говорит Леб. Вопрос к вам. Если бы вы могли отправить одно послание инопланетянам, что бы это было? Вопрос. Предупреждение или просьба о помощи? Надежда во тьме. От мифов к науке. История Нострадамуса – это зеркало, в котором смешались страх,
надежда и вечное стремление человека найти смысл в хаосе. Но есть и другая правда. Каждое пророчество становится оружием только тогда, когда мы позволяем страху затмить разум. Вспомните Джордано Бруно, сожженного за идею о бесконечности Вселенной, или Галилея, которого заставили отречься от гелиоцентризма. Их правда восторжествовала, потому что наука не боится вопросов. Современные исследователи, такие как команда проекта «Расшифруй Нострадамуса», доказывают, даже самые мистические тайны можно изучать методами логики. Например, анализ ДНК с хрустального черепа показал, на его поверхности есть следы органического материала, не принадлежащего ни одному земному виду. А расшифровка символов с металлического диска привела к созданию алгоритма, предсказывающего солнечные вспышки с точностью 97%. Да, Ватикан скрывает правду. Да, элиты используют страх. Но есть и хорошие новости. Каждый из нас может стать частью разгадки. Проверяйте источники. Делитесь знаниями. Задавайте вопросы. Потому что, как писал Нострадамус, тьма отступит, когда миллионы глаз обратятся к звездам. Пишите в комментариях, как вы думаете, что скрывает самый секретный архив Ватикана? И что мы должны сделать, чтобы истина победила? А в финальной серии, кто такие хранители времени и почему они тысячелетиями стерегут тайну Нострадамуса? Ответ перевернет ваше представление о реальности. Хранители времени. Кто стережет тайну Нострадамуса? Представьте, в подземном бункере где-то в Альпах, куда не ступала нога посторонних, хранится древний артефакт, каменный диск с высеченными знаками, которые меняются каждые 100 лет. Говорят, это календарь вечности, созданный цивилизацией, что существовало до нас. Но те, кто охраняет его, не люди. Они — хранители времени, и их история началась за 1000 лет до Нострадамуса. Сегодня мы узнаем, как они связаны с пророком и почему их секреты угрожают миру. От Шумера до наших дней. Братство, пережившее века. В 1976 году археологи раскопали в Месопотамии глиняную табличку с текстом, датированным 3-м тысячелетием до нашей эры. На ней было изображено созвездие Ориона и фраза «Смотрители небесных врат передадут ключ достойным». Ученые считали это мифом, пока в 2021 году лингвисты не расшифровали аналогичный текст в пирамиде Хеопса. Оказалось, уже тогда существовало тайное братство, члены которого называли себя «стражами порога». Их миссия — защищать знания о внеземных технологиях от тех, кто использует их для зла. Нострадамус стал одним из них. В его дневнике, найденном в 2022 году, есть запись: «Они пришли ко мне в образе света и открыли врата, куда не ступала нога смертного». Кто эти «они»? По словам историка Элизы Морган, изучающей архивы Ватикана, речь о хранителях времени, гибридах людей и существ из иного измерения, способных перемещаться между эпохами. Их ДНК содержит аномалии, тройную спираль, не подчиняющуюся земным законам генетики. Вопрос к вам. Если бы вы узнали, что среди нас живут нелюди, изменилось бы ваше отношение к истории? Или страх затмил бы любопытство? Современные хранители, ученые, шпионы и пропавшие артефакты. В 2023 году физик-ядерщик Дмитрий Коваль из Швейцарского федерального института технологий исчез после лекции о квантовых тоннелях во времени. Его коллеги нашли в лаборатории записку: «Они забрали меня за правду о Нострадамусе». Через месяц Коваль объявился в Чили, утверждая, что его допрашивали люди в черном, говорящие на древнем арамейском. Он описал символ на их униформах — 3 спирали, переплетенные вокруг глаза. Тот же символ был выгравирован на медальоне Нострадамуса, найденном в 2010 году. Кто эти люди? По данным расследования журнала «Шпигель», в 21 веке хранители проникли в правительство, корпорации и научные центры. Их цель — контролировать распространение технологий,
описанных в Катренах. Например, в 2025 году китайский стартап Stargate разработал устройство для генерации энергии из вакуума, но все чертежи исчезли после визита неизвестных инвесторов. Инженер компании Ливей позже рассказал: они сказали, что человечество не готово. Нострадамус предвидел это. В зашифрованном письме королеве Екатерине Медичи он писал: «Дети Ориона заберут огонь Прометея, если мы обратим его в оружие». Огонь Прометея — метафора опасных технологий. Дети Ориона — хранители. Вопрос к вам. Должны ли тайные общества контролировать прогресс? Или это путь к диктатуре? Календарь вечности и судный день. Что скрывает Ватикан? В 2024 году хакеры группы «Анонимные за правду» проникли в серверы Ватиканской библиотеки. Среди файлов они обнаружили видео, снятое в 1946 году. На кадрах Папа Пий XII, держащий в руках хрустальный шар, внутри которого мерцают звездные карты. Рядом с ним человек в черном облачении с символом 3 спиралей. Подпись гласила: «Передача ключа от календаря вечности». Что такое календарь вечности? Согласно документам, это устройство, показывающее критические точки в истории человечества. Например, оно предсказало падение Римской империи, чуму XIV века и 2 мировые войны. Сейчас стрелки календаря приближаются к дате, обозначенной как «Великий фильтр», глобальную катастрофу, после которой выживут только те, кто прошел очищение знанием. Нострадамус упоминал это в Катрене. Из 1000 останется 10, из 10 – 1, чтобы начать все сначала. Но кто определяет, кто достоин? В 2025 году журналистка Мария Гонсалес опубликовала расследование о лабораториях хранителей в Антарктиде. Там, подо льдами, испытывают технологии для чистки, генной модификации, стирающей агрессию и жажду власти. Звучит как утопия, но бывший сотрудник лаборатории рассказал: это не спасение. Это отбор тех, кто станет рабами новой эры. Пророчество или предупреждение. Выбор за человечеством. История хранителей времени не сказка. Это зеркало, в котором отражаются наши страхи. Страх перед неизвестным, страх потерять контроль, страх стать пешкой. Нострадамус, сам будучи инструментом в их игре, оставил нам ключ к спасению – Катрен, который Ватикан пытался уничтожить. Когда тени станут править светом, ищите истину в сердцах, а не в звездах. Что это значит? Хранители хотят, чтобы мы верили в неизбежность апокалипсиса. Но правда в том, что будущее – не предопределенный путь, а множество вариантов. Каждый наш выбор меняет ход истории. Проект «Расшифруй Нострадамуса» доказал, даже самые мрачные пророчества можно переписать, если объединить науку и человечность. Пример. В 2025 году нейросеть, обученная на Катренах, предложила решение для климатического кризиса – технологию, которая превращает углекислый газ в алмазы. Ее создали не хранители, а группа энтузиастов из Кении. Их девиз – «Будущее принадлежит тем, кто действует, а не ждет». В конце концов, тайна Нострадамуса не в пророчествах, а в нас. В нашей способности задавать вопросы, сомневаться, искать. Хранители времени, Ватикан, элиты – они сильны только пока мы верим в их всесилие. Но каждый, кто читает эти строки, уже стал угрозой для их власти. Спасибо, что были с нами в этом путешествии. Помните, самый опасный враг лжи – не гнев, а любопытство. И пока мы задаем вопросы, будущее остается в наших руках.